Жизнь знаменитого турецкого актера и певца Озджана Дениза со стороны казалась идеальной сказкой. Но за кулисами вспышек фотокамер скрывалась настоящая шекспировская трагедия: предательство самых близких, жестокость, публичные проклятия и инфаркт, едва не оборвавший его жизнь. Это история о том, как человек, отвергнутый собственной кровью, нашел в себе силы простить мать лишь тогда, когда смерть постучала в их двери. Долгие годы Озджан Дениз оставался не только кумиром миллионов и звездой экранов, но и безоговорочным главой большого семейства. Для своей матери Кадрии, брата Эрджана и сестер он был главной опорой, защитником и, как оказалось позже, основным источником благополучия. Со стороны казалось, что это крепкая традиционная семья, где царит безусловная любовь и уважение. Но прочный фундамент дал трещину, когда в жизни актера появилась молодая иранская дизайнер Самар Дадгар. Озджан был ослеплен любовью и, наконец, обрел тихое личное счастье, однако его родные восприняли этот союз как прямую угрозу. Мать Кадрии категорически отказалась принимать новую невестку, а брат и сестры увидели в девушке опасность для их устоявшегося уклада жизни и безграничного доступа к ресурсам актера. Тихое недовольство, шепотки за спиной и ультиматумы стремительно переросли в открытую и безжалостную вражду. Кульминацией конфликта стал леденящий душу инцидент, разрушивший остатки семейных связей. Самар публично и со слезами на глазах призналась в том, что подверглась физическому насилию со стороны самых близких людей Озджана. Девушка описывала страшные детали, как мать и сестра актера повалили ее на пол, как наносили удары, и как навсегда в ее памяти отпечатались злополучные розовые тапочки родственниц, участвовавших в этом жестоком нападении. Для Озджана этот момент стал точкой невозврата. Мужчина, глубоко чтущий семейные ценности, оказался перед самым страшным выбором: кровные родственники или безопасность любимой женщины. Видя слезы и страх Самар, Озджан принял бескомпромиссное решение. Он встал ледяной стеной между своей женой и родственниками, выбрав новую семью и полностью оборвав все контакты с матерью, братом и сестрами. Он не просто закрыл перед ними дверь дома, он вычеркнул их из своей жизни. Разрыв с родными не принес Озджану Денизу ожидаемого спокойствия. Напротив, закрытая дверь родного дома стала началом полномасштабной и безжалостной войны. Главный удар нанес тот, от кого актер ожидал этого меньше всего – родной брат Эрджан. Долгие годы Эрджан был не просто братом, но и личным менеджером Озджана, контролируя его расписание, проекты и финансы. Лишившись доступа к многомиллионному состоянию брата, Эрджан превратился в его злейшего врага. Братская любовь сменилась открытыми угрозами и шантажом. Эрджан пытался лишить Озджана авторских прав, претендовал на его имущество и грозил физической расправой. Семейный конфликт быстро стал достоянием общественности. Родственники ходили по телевизионным шоу, раздавали интервью и поливали грязью как самого актера, так и его жену Самар. Доведенный до полного отчаяния этой публичной травлей, Озджан опубликовал в социальных сетях леденящее душу послание, адресованное своей семье: «Я хотел привести вас в рай, но вы сами направили корабль в ад. Не приходите на мои похороны, вас там закидают камнями». Но слова не могли остановить разрушительные последствия этого стресса. Бесконечные суды, предательство матери и ненависть брата истощили Озджана морально и физически. Напряжение достигло критической, смертельной точки. Прямо на съемочной площадке, в разгар рабочего процесса, организм актера сдался, у него случился тяжелый сердечный спазм. Озджан потерял сознание и был экстренно госпитализирован. Врачам пришлось бороться за его жизнь и провести операцию по установке стента. Сердце человека, которое методично разбивали его же родные, в буквальном смысле не выдержало. В эти самые темные дни, когда Озджан находился на больничной койке, Самар Дадгар стала его единственным щитом. Глядя на измученного мужа, она не сдерживала слез ярости. Обращаясь к семье Дениз и едва не доведшей его до могилы, она бросила полное отчаяние и гнева слова: «Если с ним что-то случится, я сожгу этот мир и обрушу его на ваши головы». Казалось, что после этого инфаркта и пролитых слез пути семьи разошлись навсегда, и прощение стало абсолютно невозможным. Казалось, что после инфаркта и пролитых слез мосты между Озджаном и его кровной родней сожжены дотла. Стена отчуждения,
выстроенная из взаимных проклятий, судов и боли, выглядела нерушимой. Асджан вычеркнул мать из своей жизни, уверенный, что раны, нанесенные ею и братом, никогда не заживут. Но у судьбы оказался свой, куда более жестокий способ заставить людей вспомнить о самом главном. Гром среди ясного неба прогремел, когда пришла страшная новость: у Кадри и Денис, матери актера, диагностировали рак. Болезнь развивалась стремительно, состояние женщины начало резко ухудшаться. Врачи разводили руками, не давая никаких гарантий, и стало ясно одно: мать находится на грани жизни и смерти, и никто на свете не знает, сколько драгоценных дней, часов или минут ей осталось. Перед лицом надвигающейся вечности вся ярость, копившаяся годами, мгновенно потеряла смысл. Асджан, человек, который публично запрещал семье приходить на свои похороны, оказался обезоружен страхом навсегда потерять ту, что дала ему жизнь. Узнав о критическом состоянии Кадрии, он бросил все. Забыв о жестоких словах, о предательстве брата и тяжелых судебных тяжбах, актер экстренно вмешался в ситуацию. Он не просто приехал к матери, он полностью взял под свой контроль ее спасение, организовав и оплатив сложнейшее и дорогостоящее лечение. В больничных коридорах, где пахнет отчаянием и лекарствами, состоялись самые тяжелые и слезные моменты этой драмы. Глядя на угасающую мать, Асджан не мог сдержать слез. Мужчина, чье сердце едва не остановилось от стресса, теперь плакал, умоляя врачей сотворить чудо. Все обиды рассыпались в прах перед хрупкостью человеческой жизни. Самым поразительным в этой истории стало поведение Самар Дадгар. Женщина, которая пережила физическое насилие от рук родственниц мужа, которая кричала от боли у постели Асджана после его инфаркта и обещала обрушить мир на их головы, проявила невероятную мудрость. Видя, как разрывается от горя душа ее любимого человека, Самар отступила. Она поняла, что сейчас не время для мести и гордости. Ради мужа она поддержала его решение спасти мать, показав, что истинная любовь способна возвыситься даже над самой глубокой травмой. Эта драматичная сага стала болезненным уроком для всей семьи. Она доказала, что слава, деньги и принципы ничего не стоят, когда смерть стучится в дверь, и что даже самую черную ненависть способна растворить одно лишь милосердие и искреннее прощение.